Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на столе вот такая нога от большого барана. Это калмыцкая порода. Ходит такой миф, что из калмыцкой баранины шашлык не получается. Ну, то есть мясо жесткое, грубое, и более она подходит для варки. Сегодня хочу развеять этот миф, хочу пожарить именно шашлык, попробовать. Я неоднократно уже это делал, и хочу показать, что именно с этой породы овец можно сделать очень вкусный, сочный шашлык. Главное выдержать определенные моменты. Высота, пламя, температура. И то есть не надо его мариновать неделю. 1 часа будет достаточно, пока угли разгорятся. Думаю, будет все очень вкусно, сочно. Ну, Чиха, что скажешь по этому поводу? Не знаю, Морик, попробую. У тебя же всегда все хорошо получается. Но я думаю, нормально получится. Да? Друзья, привет. Будем смотреть, как у Морика получится. Я буду первым дегустатором. Конечно, Чиха, ты первый будешь дегустировать, как по-другому. Ну что, для начала, ну ты это знаешь, скажу ребятам, мясо надо очистить от плевы. Это такая пленочка, лишние жиры, сухожилия. Удалю лимфоузлы, это все показывать не буду. Кто за каналом давно наблюдает, все видели, как я показываю, как разделываем ягнят, барашек и удаляем лимфоузлы. Кто не подписан, подпишитесь, посмотрите, и там все увидите. Все, погнали, Чих. Начинай. Лишний слой жира тоже срежу. Помочь надо? Да не, посиди, что ты. Не буду тебя напрягать. Поможешь покушать, О, закусить. Это я всегда готов. Это я всегда готов. Видишь, какой нож острый, не то, что твой там. Значит, Чиха. ау. Я думаю, может, голяшку эту поставишь, отварим бульончик, потому что после сегодняшнего шашлычка завтра нам бульончик понадобится. Обязательно поставлю. Тем более погода, ты же видишь, портится с минуты на минуту, может пойти ливень. Тут у нас то жара, то ливень, вообще непредсказуемо. Мой месяц непредсказуемый, Да. да. Сегодня обещают жесткий дождь, ну посмотрим. С градом. С градом, да. Но если гидромедцентр работает как Чиха, то ничего не будет. Так, лишний жир удаляю, да, Чиха? Конечно. Зачем он нужен? Так, первый лимфоузел пошел отсюда. Вот он. Ты сюда. Ну, прям до конца не снимаю жир. Так, оставлю чуть, да? Чуть-чуть оставь, конечно. Для сочности. А то будет совсем сухо. Вот так. Так, эту отделю сразу, да? Это пойдет у нас на супец. Да? Супец будет хороший. я тебе Маханчик, скажу. маханчик сделать. Махан это тоже такое блюдо есть. Тоже у нас на канале. Вот, ребята, кому интересно, лимфоузлы. Вот надрезик. Вот так он выглядит. Такой черненький. В общем, его тоже выкидываем. Убирая вот эту плеву, мясо станет вкуснее, потому что оно нормально примет в себя соль. Вот еще лимфоузел один. Видите? Я его специально пополам разрезал, чтобы вам показать. А так убирается полностью вот эта часть. Вот такая. С жировичками. Вот эту косточку тоже, Чиха, на суп запустим, да? Ну да, тазовая часть. Так. Чиха ругается. Говорит, что такой нож взял, таким, кто баранину разделает. Ну,
Только Мурат может. Только Мурат. Мне же удобно, Чиха, ты же Вот знаешь. смотри. Я же... Чтоб баранину разделать, Чиха, даже нож не нужен. Зубами можно. Конечно. Вот она. А? Так, ну, а это мы сейчас будем делить на порционные куски. А чтобы шашлык получился вкусный, ребята, мясо надо резать, именно баранину, вдоль волокон. То есть у мяса есть волокна, вдоль. Чем меньше мы сократим волокна, тем сочнее она будет. Правильно, Чих? Ты же меня так учил. Ну, ты школу нормальную прошел. Вот. Ни один табун тут пробежал, Да. да? Так, ну и все, в принципе. Вот эту пленочку сниму и все. Вот она. Тут у нас пила работает, не пила, как она называется. Ну, вот это, Газонокосилка. газонокосилка, поэтому... Пример. Да, если какие-то лишние звуки будут в видео, 1000 извинений, но уборка территории превыше всего. Живем в селе, Да, у всех зарастает. Трава, каждый день дождь. А как же без этого? Косить Да. надо. так. Удаляю внутренний лимфоузел. Вот он, вот здесь он находится. Это в ноге с одной стороны, и вот он с другой стороны. Видите, так его аккуратно раз, вырезали. Вот такой он. Все, мясо чистое. Вот был бы тот нож, тот удобнее загонять. Ну, что делать? Вот же он. Помочь? Не, вот он я. Вот он вылез. Вот косточка, видишь, побрил как. Так вот ты вот сюда должен загнать. Правильно. Вот там держи. Вот, смотрите, ребята. Вот она, видите, вот косточка. Это называется, ну, сустав или как. По Вот суставам, так чуть-чуть да. раз. Чиха. Ну, смог ты ковырнуть. Конечно, молодец. ковырнул. И вот она вылезла. Ну что, Чиха, все, делаю порционно тогда. Ну да. Шашлыка пусть немного будет, но зато будет вкусненький. Да? Будем делать, посмотреть. Конечно. Ну вот еще Чиха. Одна. Хорошая косточка будет для бульона. Не? Его разбить. Ну, я его по суставам раскидал, а там разбивать уже сам. Я тебе скажу, очень хорошее мясо. Должно быть. Нет, и сама структура. То есть шашлык будет бомбовый. Ну, посмотри, видишь, что? Все зависит от того, кто приготовил. Согласен. И вот длина волокон, и мы его поперек вот так. Раз. Вот так. Раз. И вот такие кусочки. Самый лучший шашлык. Видите? Вот еще одна. Хорошая кость с мясом, Чиха. А? Ну, на бульончик все это пойдет. Вот. Да, нифига себе, смотри. Это ножная кость, голяшка, тазобедренный, позвоночный. Тут Все есть. свадьбу сыграть можно, елки-палки. Ну что, А, я могу начать? варить? Да, что? Давай, а что? И сегодня попьем, и завтра запьем. Да. А? Их поразбиваю сейчас топориком. Давай. А, вот эту тоже жилу забери. Она хорошая, сустав. Все? Да. Вот, посмотри тут, если что-то хочешь. А что тут жир не нужен? Ну, Хотя, может, чуть. Чуть-чуть можно взять жирка.
Пойдет. Вот это уберу. Я знал, что он этот кусок все равно заберет в бульон. Это, Он самый вкусный это получается. кусок пашанина, или как она, пашнина. Ну, брюха, короче, животного начала. Он в жировой оболочке как бы такой. Ну, на вкус, да, самый вкусный. Самый вкусный кусок. Из него еще рулет делают. Знаешь, какой вкусный? Подрезать чиха? Ну, попробую так снять. Да не мучайся, давай вот чуть. Вот ты сейчас все мясо Да заберешь. никогда. Вот это что. Ты же знаешь, Да, я же молодец. бывший военный хирург. Молодец. У тебя же в полку служил, елки-палки. Пошел я работать. Давай. Ребята, смотрите. Вот что получается, как резать по волокнам. Они идут вот так в длину. Для шашлыка просто можно вот так брать. Раз и смотрим. Кусочек идеальный. И вот так. Раз он у нас немножечко в длину, соответственно, на шампур тоже надо будет одевать вот так, в длину, не поперек. И мясо будет сочное и вкусное. И вот так. И вот так. Да? Ну, смотрите, какая тут красота. Так, так, так. Зато кусочки отборные. Я думаю, шампуров 5 у нас на закусочку будет. Так. Далее понадобится соль. Вот так. Черный перец. Вот такой прям молотый. Приправа вот такая для шашлычка у нас. Нашего производства. Проверенная годами. И лук. Доску протирать не буду, потому что и мясо, и лук будет в одном маринаде у нас. Вот так. Я думаю, пару луковиц будет достаточно. Жмем. Чуть в камеру не улетел. И засыпаем. Для чего жмем? Чтобы лук сразу начал давать сок. Вот так, хорошенько, не жалеем. Вот. Так, я думаю, еще одна луковица не помешает. Лук тоже, если кушать, надо резать вот так. Ну, то есть, как от корня кверху. А если на шашлык, то его надо на ребро. Вот так. Как говорится, перышками. И резать надо крупновато, миллиметра по 3-4, чтобы потом при жарке извлечь его из мяса. До того, как мясо кладем на мангал. В противном случае лук будет пригорать и давать неприятный вкус. Вот так. Вот так. Стоямба. Так, ну и все. Теперь, чтобы мясо, если бывает баран взрослый, крупнопородистый, за который говорят, что мясо у него грубое, что шашлык жарить нельзя. Чтобы мясо размягчить, многие люди кладут киви. Киви класть не рекомендую категорически, потому что мясо он как толчонку делает. То есть мясо, помимо того, что вкусное, оно должно быть сочное и немного, чтобы оно еще жевалось, а не как толчонка. Поэтому добавляйте обычной минеральной воды. Неважно, какой она марки, просто в ней должно быть побольше газа. Потому что любое мясо, оно хочет пить. И если в него заправить немного минеральной воды, получится мясо насытится, потом вы его обжариваете, и оно внутри сочное. Ну, все рассказывать не буду, в процессе покажу. Заливаем минеральную воду. На это количество мяса заливаю где-то грамм 300. Вот так. Теперь это перемешиваем. Так.
Смотрите, уже минералки почти нету. Мясо мгновенно начинает в себя его впитывать. Не надо его бить, вот так некоторые жмут. Это все не нужно. Так хорошенечко перемешали, слегка вот так придавили. И оставляем вот так на 30 минут. Через 30 минут, то есть накрываем и оставляем на 30 минут. Через 30 минут еще один раз перемешиваем. И еще на 30 минут, к тому времени мангал уже угли будут готовы. Какая температура должна быть на углях, я имею в виду, как они должны быть, как выглядеть, там покрыты сединой, какой должен быть жар, расстояние от мяса до углей. Все это вам в процессе покажу. То есть перемешиваем 2 раза. Первый раз сейчас, через 30 минут, второй раз, и этого будет вполне достаточно. И будем развеивать мифы, что мясо надо там, я не знаю, сутки, месяц держать где-то в холодильнике, мариновать. Все это ерунда. Все насытится и все будет вкусно. Ну а тем временем, пока мясо маринуется, сейчас накрою его пленочкой, пойду посмотрю, чем занимается дорогой Чиха. Ну что, друзья, у меня тут пенек, бывшее дерево было, пенек на месте. Разобью вот тут вот. Вот ненужный кусок сам сразу упал. Не втыкается. От него толку нету. Собачке отдам, а это все на варку. Помыли, сейчас засыпем в казан. Заливаем холодной водой. И будем разжигать костер. Друзья, погода портится. Пенку уже снял. Насыпаем соль. Лаврушку и лук. Все, и больше ничего не будем насыпать. Закрываем крышку. Медленный огонь. И идет кипение, медленное. Варится буквально, час, максимум 1,5, в зависимости от возраста барашки. Погода, друзья, меняется каждую секунду. Посмотрите, какие тучи у нас. Ну что, дорогие друзья, ветер остановился, погода немного вроде распогодилась, прошел дождик. Но это нас не останавливает, все это продлевалось минут 20, поэтому пока очередная туча не прилетела, разжигаю мангал. Сегодня буду использовать угли. Почему угли? Конечно, я люблю жарить шашлык на дровах. Но многие люди не пользуются дровами. Заходят в магазин, берут угли и сразу разжигают уголь. Поэтому сегодня шашлык готовлю специально для вас на углях, чтобы показать,
какими они должны быть, чтобы мясо не воспламенялось. Все, ждем готовности углей как раз. И мясо пройдет часик, может час 10. И угли к этому времени будут готовы. И шурпа, махан, суп, не знаю, как хотите, так называйте, тоже будет готов. Ну что, дорогие друзья, самое время. Нарежу лук, замариную. Пока подходят угли, как раз и лучок даст свой вкус. Заправлю 9% уксусом. И, конечно же, сумах. Ну и все это приукрасим зеленым лучком. Вот так. Чихочка, что там у тебя? Отлично, Мурик. Да? А ну. Вот посмотри. Нормально? Великолепно. Мурик, попробуешь? Да, конечно. Только немножко налей чиха. Сколько он по времени кипит? Минут 30-40? Минут 30-40. Ну, я думаю, он уже готов. Язык не сжечь бы. О, мощный. А на соль как? Соль в норме всего. Вот это я понимаю. Спасибо, Да? товарищ Ну, полковник. смотри, чтобы честно было. Супер. Попробовал и хватит. Да мне это на неделю хватит, чиха. Ну и нормально. И сегодня попить, и завтра Ну а закусить. шашлыки когда будут? Шашлыки уже уголь. Все, сейчас будем Да? ставить. Я тоже готов почти. Все. Ну как раз мы, я думаю, вовремя придем. Давай, давай. Я уже кушать хочу, Мурик. Он мясо полный. Мясо, мясо. Шашлыка хочу. А, все. Пойду разгребать. Давай, угли. давай. Хватит балдеть. Чиха, ты как? Вполне нормально, Мурик. Ну все. Вам полный, товарищ. Давайте, генерал. сэр. Выпьем за успех начатого дела. Все. Ну, чиха. Как в сухую землю. Ух, 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 ух. Нормально. Под домашний сырок. Кавказский сникерс. Пока Мурик шашлыки пожарит. Я же хочу, чтобы они хорошие были, мягкие, сочные. А так сгорят. Правильно же? В этом деле спешка не нужна. Так, ну что, я думаю, там уже Нормально. угольки подошли. Буду нанизывать мясо. Аромат я уже унюхал. Может, сырым покушаем? Не-не, без энтузиазма, чихочка. Так, погнали. О, нежнейшая.
Ну вот и все, Чиха. А ты говоришь, кушать хочу, кушать хочу. Давай, давай, давай. 8 шампуров. Отлично. 5 тебе и нам по одной. Карина, я, Эльза. Мне одну. 5 кушай, 5. Ты же положено уже, положено. По возрасту? Конечно. Или по статусу? И по статусу тем более. Все, я пошел жарить. Давай, давай. Сейчас руку ополосну. Давай. Чем-нибудь помочь? Не, если только наливай. Наливаешь, Чихочка? О, Налито, Мурик. не налито, а налито. Ну, так говорят. Так. Держи. За тебя, товарищ Чтоб полковник. шашлык наш не сгорел. Тут бы, знаешь, с такими дозами самим не угореть. Оба. Шашлык, ладно. Ну ты же постараешься. Твоя школа. Смотри, чтобы честно было. Все. Сейчас я их взболтну. Давай, давай. Вот. Вот теперь самый раз. Чиха, давай. Давай, давай, Ты ж Мурик. помочь хотел. Пожарь, я сейчас Пожалуйста. на качели посижу чуть-чуть. Смотри. С этого края возьму, чтобы не перевесило. Как скажешь. Так. Самое главное, постоянно вертеть. Значит, ребята, угли должны прогореть. Должна появиться седина. Седина предотвращает возгорание, так же, как и правильно догорелый уголь. Расстояние от нижней точки мяса до верхней точки углей сантиметров 7-10. Этого вполне достаточно. Некоторые делают 15 сантиметров, 20 сантиметров. Это мясо высушит. Мясо должно жариться быстро и на хорошем жаре. Еще 2 минуты и шашлычок будет готов. Общее время жарки было 15 минут. Ну, будет вместе с этими пару минутами. Шашлык должен быть сочный, поэтому зажаривать его не будем. Чем сильнее вы его передержите, думая, что мясо сырое, оно станет грубее и жестче. Тем более это касается говядины. Многие спрашивают. Говядина вообще максимум минут 10 на хорошем жаре. Постоянно крутите. Даете немного отдохнуть, и все будет четко. Но у нас баранина. Проверим кусочек. Вот так. Раз. Вот посмотрите, ребят. Видите? Вообще так не рекомендуется делать. Но чисто показать вам. Мясо резать нельзя, потому что оно будет сохнуть. Мясо готово, ребята. Вот так. Так. И вот так. Вареное мясо готово, Мурик, давай посуду. Несу, чуть несу. И дождик опять начинается, не? Ну, что нам делать? Бульончик, я думаю, все будут.
А ты его ставь вот здесь сразу, Чиха, чтобы сразу по несколько кружек взяли. Аромат вы себе не представляете, ребята. Отлично. Пошли, Мурик. Пойдем, я эту кружку сейчас принесу. Ну что, Мурик, Я уже понял вас, босс, с полслова. это горяченько. Да, девочки, вы что, может вам винца, шампанского? Нет, у нас шурпа есть. Бульончик. Так, туда поставлю. Чиха, давай. Подавать? Конечно, он, Кариночка. Прям отсюда. конечно. Я так не смогу. А ты вот так вот, Кариночка. С крайнего, А еще да? говорят, хлебом, да, снимать? Да зачем прям так с ним кушаете? Вот его. А, так мы не сможем. Какой у нас шикарный обед. Лучок, молодой человек. Мурик, положи туда. Я сразу попробую. Мурик, а я тут положу. Давай, Эльзочка. А этого мало. Вкусно? Он уже впитался. Питался. А, лук, Эльза. Так, соус. И водички налей уксус. Потом водички налил. Давай, давай, Чиха, не бойся, я поддерживаю. Вот, все. Ребята, кто думает, что калмыцкая баранина сухая, вот, обратите внимание, как она прожаривается. Смотрите. Все расходится полностью на волокна. Тем более, это очень крупный баран. А? Ну, Мурик развеял миф. А видишь, как откусано? Развеял миф. Молодец. Умеешь же. Самое главное, правильно ее готовить. Вот и все. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита. Да, Мурик, ты прав. Прожарилась мощно. На волокна расходятся. И также, друзья, смотрите, вареная. Ну, насчет вареной там спора нету даже, Чиха. Разрывается так просто. Для варки я считаю, что ихняя баранина одна из лучших. Такие мощные куски. И проварка хорошая. Не разрывай, так кушай, Чиха. А по какой причине вот они говорят, что она только на варку? Не они говорят, люди говорят. Ну, я люблю эту баранину. Ну вот я себя, например, не знала, да, что это там калмыцкая или какая барашка. Я бы вообще не поняла. Отличный шашлык. Да? Да, Карин? Вкусный, да. Это, наверное, еще от мастера зависит, кто как приготовил. Да? Ну да, если не то, что даже от мастера, я там себя в мастера не записываю, но если его пересушить, он будет, конечно, крепкий. Это любое мясо будет, Эльза. Не прибедняйся, ты уже столько шашлыков жарил. Я надеюсь, Мурик, Арслан с Валерой смотрят. Проваривается Арслан, Валера мощно. Шашлыки мощные получаются. Нормально все. Смотрите, как Мурик кушает. Баран с шампура, пожалуйста. Дай, пожалуйста, теплые вещи. И, кстати, им привет сразу. Теплые вещи. О, а то я уже наелся почти. Ну что, дай бог, чтобы мы долгие годы могли вот так вот общаться, за таким шикарным столом сидеть, уважать друг друга и жить долго-долго в этой жизни. Быть счастливыми, здоровыми, крепкими и иметь много зелени. И большой салам Калмыкии. Я думаю, они нас смотрят. Да, Арслан, Валера, Виталик.
Вы тоже что сюда со своим маханчиком лезете? Надя Бая, да? Вот. Смотри, смотри. Да, Надя Бая, всем привет. Ну, скоро увидимся. Ох. Ой. Под такой шашлык. Карин, А у нас есть соус, Эльза. Вареная, кушай, чиха, остынет. Вареный я оторвал, что-то никто. Пробуйте. Я его холодным люблю. На, попробуй. Когда Это очень вкусно. да, Карина, когда шашлык остынет, уже не то будет, поэтому, пожалуйста, надо хлеб. держи. Мощно приготовил таки это мясо. я аж с рук все выпало. Почему? Я думал, ты что-то скажешь на меня. Очень Ты думал, я тебе рубашку задолжаю, назову тебя Керри? Я резко точку воткнул. Я же знаю, так другим именем назовешь, скажешь, ты мне рубашку должен. Это у нас такие традиции. Ну, может, и не только у нас. Я такой, чиха. А, бульон, что надо. Я говорю, капитально прожарилось. Как-нибудь в Калмыкию поедем. Там им докажем. Кто да? сомневается, вместе сядем, вместе пожарим, промочим, и нормально будет. Не, без, мастер-класс. без 100 грамм все равно не разберешь. Конечно. Карин, тебе понравилось? Все понравилось. И вареное, и шашлык, и тузлук очень вкусный. А бульон вообще сказка. Дай, пожалуйста, Кариночка. Теплые вещи. Да, тут уже шарф. Остался шарф. Да, да. Ну ничего, я знаю, у Чихи там пару бочек стоит на холодные деньки. Эльза. Греется. Да. Чиха, с твоего позволения, нашим друзьям по ту сторону экрана два слова скажу. Обязательно, Мари. Мальчики, девочки, я хочу вам пожелать крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви, удачи во всем, за что бы вы ни брались. Пусть у вас будет всегда хорошее настроение, чтобы вы радовались жизни и ни в чем не нуждались. За вас. За вас. Эти со своим маханом. Пьем? Да. Кто чем греется, да, Карин? Горячим бульончиком запью. Че картошку не едите? Картошку Ворик дома поест. Да. Заверните с собой. Очень вкусно. Все вкусно. Не? Отлично. Ма, дорогая. Спасибо. Как Чиха говорит, капитально. Ага. Ма, Кариночка. Спасибо, Чиха. Ворик тебе дать? А, у Не, тебя есть. я тут самый смак сейчас. Выходи. Ну, пусть тут лежит. Там это. Кунц как переводится? Кунц. Мозг, короче, это костный. Костный мозг. Приторможу его. Друзья, хочу порекомендовать вам самый настоящий кофе в самом большом ассортименте, который вы когда-либо видели. Этот весь кофе абсолютно настоящий, привезенный именно производителем данного кофе прямиком со стран экспортеров.
Многие, кто смотрит за моим каналом, вы знаете Серегу, моего друга Серго Пудра. Он и есть производитель и поставщик данного кофе. Ребята, кофе абсолютно разный. С Уганды, Руанды, Бразилия, арабика, Южная Америка, Африка. Посмотрите, какой ассортимент. Есть кофе вот в таких упаковках по 1 килограмму. Это у нас Бразилия, Магиана, кофе в зернах, экспресса премиум. Также есть вот такая Бразилия, это с плантации Санта-Изабель. Также есть вот такой кофе, это у нас Бразилия Сантос. Есть кофе Queen Sheba. Также представлена вот такая линейка легендарного кофе Ванини, эспрессо премиум, 100% арабика. Это удивительно вкусный, насыщенный вкус. Как говорится, кофе, который имеет свою собственную историю. Ну а далее я хочу представить вам упаковки по 250 грамм молотого кофе. Посмотрите, это легендарная африканская робуста. Также есть кофе по-турецки. Есть вот такой колумбийский кофе. Есть Санта-Крус. Пожалуйста, вот кофе у нас Руанда, Колумбия, бразильская арабика, Санта-Изабель. На обратной стороне каждой из упаковочек вы можете обратить внимание, что каждая упаковка подписана, для чего предназначен данный помол кофе. Компания торговый дом Эспудра разработала вот такой кофе. Это кофе Санта-Крус, кофе молотый в дрип-пакете. Посмотрите, возьму несколько штук. Вот такие пакетики, вот так они выглядят. Открываем, извлекаем вот такой дрип-пакет, посмотрите, как он выглядит. Специально для чашки. Все, что вам необходимо, перемещаетесь по городам, отдыхаете. Вот так вставляете в чашечку его, заливаете кипятком. И у вас получается сразу готовый кофе без осадка. Всю эту продукцию вы можете приобрести как на Валберес, также и на Озон. Также есть свой собственный сайт. Все ссылки на производителя и на данное кофе я закреплю в описании прямо под этим видео. Переходите, приобретайте, пейте настоящий вкусный кофе. Как вы видите, выбор очевиден, ребята. Ссылка в описании прямо под этим видео. Выбирайте, приобретайте, наслаждайтесь. Скажем нашим друзьям по ту сторону экрана до скорых встреч. Мы продолжим. Будем обедать. Ну а вам счастья, здоровья, любви, благополучия. Ну и в лице вас, нам всем, да и вообще всем жителям этой планеты. Долгих лет жизни вам. Все, всем пока-пока, друзья. Пока. Погода прям замечательная для шашлыка, да, и жары нету. Капитально. Вроде час назад ливень шел, но сейчас уже видишь, как все, ништяк. Да, мясо и вправду очень вкусное.